Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, почему же на ночь нужно ставить стакан с водой под кровать. Что это дает и как нам помогает, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях под этим видео напишите «принимаю» и «благодарю». И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация действительно будет полезна и важна. Вы знаете, жизнь в современном мире это, наверное, уже такая вот нескончаемая суета в попытке все и везде успеть. И вот от этой беготни периодически такое вот появляется у многих желание сделать перерыв для того, чтобы немного отойти от всего этого. Правда? Вряд ли на работе вас выслушают и с пониманием отнесутся к вашим проблемам. У всех же точно все так же. И ничего, как говорится, и работают, не нудят, не плачутся. Поэтому иногда остается взять себя в руки и продолжать вкалывать изо дня в день. Как говорится, помните, ведь труд облагораживает человека. И, друзья, вы можете в те моменты, когда вы сильно устали, и у вас какие-то проблемы, и вы можете попробовать одну работающую практику, и тем самым не только улучшить настроение, но и улучшить свою жизнь. Сама практика, она очень проста и заключается в том, чтобы дома была открытая емкость. Это может быть чашка или стакан, но главное, чтобы это была емкость из стекла, куда вы наливаете раствор из соли. И именно этот раствор способствует снятию вот той вот тяжелой, нелегкой атмосферы, которая царит в вашем доме. Конечно же, у многих, наверное, эта практика иногда может вызвать недоверие, но поразмыслив и подумав о том, вы знаете, что вы ничего не потеряете. Возьмите и попробуйте, сделайте, и вы увидите, как ваша жизнь изменится. Итак, как мы будем проводить эту практику? Вам нужно наполнить стакан водой, добавить туда соль 2 столовые ложки, уксус 1 столовую ложку и хорошо размешайте. И вот это вечером, эту практику желательно проводить после того, как вы уже все сделали по дому все свои дела и уже покупались, приняли душ и уже планируете отходить ко сну. Вы хорошо должны это все размешать, и вот именно этот стакан с солью, с уксусом и с водичкой нужно оставить под кровать. И результаты вы уже где-то сможете увидеть даже на 3-й день. Вы станете меньше раздражаться. Вам даже гораздо легче будет вставать по утрам. И самое главное, у вас пропадет вот это постоянное чувство усталости. Поэтому оставляйте стакан под кроватью с солевым раствором и обновляйте его каждый вечер. Как же это действует, вы спросите. Казалось бы, простой стакан воды с солью. Но хотим сказать вам о том, что именно вода с солью и уксусом – это мощное по своей энергетике средство для устранения всевозможных негативных явлений в доме. Конечно же, кто-то скажет о том, что это все ерунда, но попробуйте испытать эту практику на себе. С одной стороны, вы ничего не теряете, но вы только приобретаете, потому что именно такая практика, именно под вашей кроватью, она очищает и забирает энергетику. Кроме того, обращаю ваше внимание, что когда вы спите, у вас есть сон, и во время сна вы беззащитны. А вот именно соль и уксус и вода имеют защитные свойства. Они забирают вот весь тот негатив, который, возможно, у вас накопился за весь день. Кроме того, они забирают энергетику с вашей спальни.
Многие сейчас спросят, а что делать, если у меня нет спальни? Бывает так, что квартира студия, или вы живете в коммуналке, или еще как-то. Не обращайте внимания. Главное, подставьте под кровать именно стакан вот с солью с уксусом. Если у вас, например, кровать или диван, и вы не можете поставить по каким-то причинам, да, потому что механизмы нельзя или встроенная мебель, ничего страшного, не переживайте, тогда в таком случае поставьте с правой стороны от себя вот такой стакан воды с солью. Если вы чувствуете, что вы постоянно устаете, у вас даже какая-то апатия, вы злитесь, вы недовольны, в таком случае вы можете это делать на протяжении 7 дней каждый день. То есть вечером, после того, как вы отходите ко сну, взяли стакан, соль, уксус размешали и оставили рядом со своей кроватью, где вы спите. А утром, после того, как вы проснулись, и перед тем, как идти в туалет, вылили, и этот стакан нужно помыть, или эту емкость стеклянную, что у вас там будет. Но также хотим и еще обратить внимание на тот факт, что именно уже этим стаканом, этой посудой нельзя больше не будет пользоваться в целях для питания. Потому что почему-то многие люди считают, что они провели практику, вне зависимости на что настроена эта практика, на негативные воздействия или на позитивные, то считают, что наоборот можно их использовать и для всего. Нет, не нужно, потому что вы меняете целенаправленность этого предмета или этой вещички. Соответственно, вы перепрограммировали, и именно, допустим, этот стакан, он уже имеет другую практическое свое воздействие. А когда вы начинаете пить, то с этого стакана, например, то у вас появляются уже даже какие-то проблемы. Поэтому используйте этот стакан один, или эта чашка, может быть, или какая-то глубокая тарелка. Но также попросите ваших членов семьи, чтобы они этот стакан, эту посуду, эту больше никогда не трогали. Для того, чтобы не привлечь какие-то неприятности. Ну и кроме того, у каждого, как вы знаете, должна быть своя посуда. А эту посуду использую, допустим, помыли утром, да, и сложили где-то в тумбочку, чтобы поменьше кто задавал, во-первых, вам вопросы, а во-вторых, чтобы никто больше этой посудой не пользовался. Поэтому, друзья, постарайтесь провести эту практику и начать эту практику в самое ближайшее время. Она от Луны, как вы видите, не зависит. Поэтому провели на протяжении 7 дней. Видите, что опять возникли у вас на работе какие-то проблемы, нюансы. Заново проводите. И вы увидите, что в самое ближайшее время ваша жизнь начнет налаживаться. Да, она начнет не сразу налаживаться, но постепенно, потихонечку вы увидите, как в вашей жизни начнет все меняться и происходить новые интересные и яркие события.